Как ты создаешь поле сытости? Техника. Оно работает, восклицательный знак, до 12. Вообще, до 12 вообще неохота есть. Я думал, оно работает до 12. До 12 вообще неохота есть. После легкий голод, который закрывается практиками. Спасибо. В этот раз легко отказался от чая и меда. Ну, просто когда я увидел, что чувство голода вообще не существует, его место заняло что-то другое. И я его так называю поле сытости. То есть внизу живота ощущение, как будто ты только что поел. То есть у тебя всегда такая какая-то даже легкая тяжесть, что ли. Да? Вот, когда вот вы поели так плотненько, да, у вас внизу живота так вроде как все хорошо. И то есть я это состояние, ну даже нельзя сказать, что его там, вспоминаешь или еще что-то, оно просто постоянно присутствует. Вот. И вот я заметил, что вот этим состоянием им можно, в принципе, делиться. То есть ты когда сидишь в медитации, ну не только в медитации, да, ты как бы из себя его немножко распространяешь. Вот как палочка ароматическая, например, горит, да, то есть она распространяет запах. То есть вот, по сути это тоже похоже такое явление. Вот. Ну и как у палочки нет техники распространения запаха, в общем-то так и у меня такой техники-то никакой нету. Вот. Но тем не менее это работает, и я сначала и сам был удивлен, потом как-то все это уже привык к этому, и по привычке уже это поле транслируешь, такой как Wi-Fi раздаешь. Конечно, если у человека постоянно мысли о еде, то не поможет никакое поле сытости, ничего. Но если когда вы в медитации, то вот это состояние, оно может вас подпитывать, и более того, вы даже сами можете учиться транслировать это состояние. И то же самое, в принципе, как поле сытости, так можно и транслировать вот это поле тишины, когда ты замолкаешь и начинаешь его потихонечку тоже так, как вот с гор такой туман спускается в долину, да, то есть вот по ощущению у меня такое же, то есть как раз как туман, такая ассоциация с тишиной, когда там все звуки, мысли вязнут, и ты это состояние сюда так запускаешь и стараешься, чтобы до каждого это прикоснулось состояние. Ну, тут тоже опять ваша чуткость, да, ваше желание как бы и соединиться с этим Wi-Fi, да, с этим полем тишины, там, покоя. Потому что если там в голове черти пляшут, там, конечно, никакой Wi-Fi не пробьет. То есть как-то код будет неправильный, да, то есть пароль. О. Так что вот сидите и подбирайте пароль вот к этому состоянию. Ага, такой, такой. Вот. И этот пароль как раз ваше внутреннее состояние, которое вы также можете транслировать. Мы даже можем, кстати, потом попробовать создать такое общее вот это поле. И сытости можно попробовать, и внутренней тишины. Вот, может, даже какую-нибудь завтрашнюю медитацию сделаем, такую совместную, и вот попробуем. То есть у каждого появляется такая большая ответственность. То есть, когда я сижу, если я там в голове у меня что-то там крутится, вертится, конечно, как это возможно транслировать, да, то есть это еще больше. Потому что иногда то, конечно, попадает, что в голове что-то начинает крутиться, и чаще, когда я вижу то, что там начинает крутиться, я понимаю, что это вообще не моя история. Там, колготки, сумочки, там еще какая-нибудь фигня. То есть я понимаю, что это откуда-то лезет просто. А вот тихим вот этим состоянием, да, им приятно делиться, и в принципе, если каждый из вас возьмет на себя такую ответственность, что вот сейчас вы главный источник вот этого состояния тишины и покоя, если все будут в унисон все это делать, то бывают иногда очень интересные вещи, когда голова очень быстро проясняется и уходят все ненужные. Потому что даже вот эта ответственность, это уже как бы точка внимания, что вы понимаете, что сейчас не следует там о чем-то думать, о чем-то вспоминать, о чем-то мечтать, что вы находитесь в моменте сейчас и из этого момента транслируете. Потому что ответственность, как наложенная на вас, она больше работает, чем, скажем, если у вас этой ответственности нет, и вы в этой, ну, играетесь, что ли.
Поэтому, в общем-то, ну, випассана как практика такая довольно-таки серьезная штука, поскольку через нее люди иногда вскрываются, но это происходит, когда они действительно работают. То есть тут это пахота, это действительно пахота, и поначалу не получается, разочарование, да что такое, вот. Но со временем все это начинает усиливаться, ты видишь, что это как чтобы добраться там до вершины и лестница какая-то, да, то есть ты не можешь претензию каждой ступеньки предъявлять. Я залез на ступеньку, у меня ничего не получилось, я залез, у меня ничего не получилось. Но в совокупности все эти ступеньки, да, приведут вас к краю площадки, да, где вы уже можете выйти на какое-то совершенно другое измерение, на другой этаж. Поэтому понимаете, что каждый день, каждая медитация – это вот одна ступенька, через которую вы проходите, и старайтесь ее проходить осознанно. То есть включаться абсолютно во все, что бы вы ни делали. Там, берете подушечку, встаете, садитесь, едите, выходите, там, спускаетесь, поднимаетесь. Вот тогда будет эффект намного больше. Просто когда мы в движении часто, да, то есть у нас это все на автоматизме происходит. Вот когда вы идете, хорошо думается. Когда вы сидите, ум первый вам что говорит? Что ты тут сидишь, идиот? Столько интересного, там птички поют, иди там погуляй, вот, иди займись делом. А вот ты учишься его как раз игнорировать. И для этого нужна такая внутренняя довольно-таки большая энергия, чтобы, ну, некорректное слово победить, да, а обхитрить, может быть, того, что стало твоим господином, то, что тебя подчиняет. Потому что вы думаете, что вы имеете ум, а на самом-то деле получается, что это ум имеет вас, и в такой весьма извращенной форме, надо заметить. Поэтому вот просто попробуйте там 10, 20, 30 секунд ни о чем не подумать. И вы увидите, как они туда влезают, как червячки такие мысли. Вот. Но когда вы это нарабатываете, вы просто садитесь, внутренний щелчок, и все просто в рассыпную уже разбегаются, как тараканы от хлорофоса.